Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и сегодня мы продолжим покорять земли Анбинара за наше великое королевство Джад-Дарцы. Как вы помните, в прошлых сериях мы разобрались с гнольским вопросом, немножко повоевали с гнолами, и в основном углубились на северо-запад, для того, чтобы присоединить земли людей и эльфов к нам. У нас была очень серьезная война с Иерелиамом, это королевство эльфов, которые исповедуют новый культ солнца. Чем-то они схожи с нашим Джадом, но, как вы понимаете, Джад лучше. В сегодняшних наших планах будет, наверное, добить полностью королевство Ирелиам, Сарейда, и, возможно, мы попробуем еще проникнуть вот в эти земли через Давхаралау. Ну, посмотрим, как оно будет. Нам нужно как минимум сейчас выполнить задание Тагарпи Запада. До них очень далеко нам идти. Нам нужно захватить или завассалить их. Это будет сложно. Сердце бульвара нам нужно захватить вот эти 4 провинции, и мы его уже выполним. Получим вечные претензии на дальнейшее наше, так сказать, шествие. О, кстати, я заметил квест, который не смог выполнить, потому что как-то на него не обращал внимания. Довольно простой, это построить великий храм в Аскасуре. Вот у нас Аскасур. Давайте же мы сразу... Ага, вот почему не смог сделать. У нас нет админ очков столько для этого, к сожалению. Баланс наш, на удивление, хорош. Прям реально на удивление хорош. Не ожидал, что он нас так порадует. Лимит армии у нас 35 полков сейчас. Ну, это прекрасно. У нас пока что перемирие с Ирлиамом. С Сарейдом у нас есть возможность повоевать. И Калиб относится к Ирлиаму, поэтому пока что такой возможности у нас нет. Поэтому давайте, наверное, мы разберемся с проблемами нашей сверхрасширения. После чего уже начнем наши войны с Сарейдом, я думаю. Всю нашу административную, точнее дипломатическую силу мы отправим на улучшение отношений с странами, которые думают, что мы им враги. Почему-то они так думают. Это очень плохо, нужно исправить такое мнение о нас, чтобы в будущем мы смогли уже спокойно, без всяких коалиций, без всяких врагов, спокойно взять и сделать все, что мы хотим сделать. У нас пока открылся шестой воентех, я вижу. Это улучшение кавалерии. Для нас это очень важно, потому что, как вы понимаете, наша армия состоит почти на 100% из кавалерии. Вот как вы видите, там всего 6000 отрядов пехоты. Это очень мало, а кавалеристы играют для нас очень большую роль. Потому что у нас лимит по соотношению кавалерии полностью отсутствует. И я снова вернулся с благодатной вестью. Мы полностью завершили уже национализацию всех захваченных нами земель, поэтому давайте мы начнем войну с Сарейдом. Наша главная цель будет забрать его, наверное, столицу. Она здесь самая дорогая, насколько я вижу, в плане очков. Да. А нет. Нет, бульвар дороже. Значит, объявим войну за бульвар и постараемся сразу же его занять. Эта война будет довольно легкая, на мой взгляд. Потому что ничего нам особо не предвещает беды. Ну и думаю, можно уже начинать войну с Сарейдом за провинцию Бульвар, Денасон. Вот, мы призовем всех, кого сможем. Кого не сможем, не призовем. Все. У нас есть есть способный генерал на осаду. Он как раз таки поможет нам взять уже сам Бульвар. Как я вижу, здесь войска Сарейда теперь заложники этой ситуации. Они уже выйти никуда отсюда, к сожалению, для них не смогут. Нам же остается сейчас успокоить чуть-чуть Веркалгулан, чтобы он тут не выступал. Я вижу, они до Жадный Оскал дошли. Это клан какой-то, да? Интересно. Я могу сделать на них, интересно, претензии? Захватить и присоединить их уже к нашим дварфам. Наверное, теоретически это возможно. Ну ладно, будем разбираться по ходу уже пьесы, так сказать. Сейчас наша главная задача это покарать Сарейд. Забрать у него вот эти центральные земли, а потом как можно больше. Мы только что изучили 4-й административный тех, поэтому давайте построим все-таки храм в Аскасуре и выполним задание, именуемое «Построить великий храм». Там мы получим стоимость содержания миссионеров и равновесие лояльности священников. Это великолепно. А теперь давайте все-таки разобьем войска Сарейда. Это вообще без проблем для нас. Мы их просто уничтожили одним ударом. В планах у нас забрать вот эту провинцию. Как вы понимаете, это Бульвар. А потом, наверное, Харкулум мы возьмем, чтобы полностью уже закрыть эту провинцию. Ну и уже потихонечку начнем захватывать вот эти. Возьмем, наверное, вот эти 3 провинции. А это чья, кстати, провинция? Тоже мы возьмем.
Будем ли выбирать эти провинции? Ну, я особо много взять не смогу, поэтому смысла в этом немного. Можно потребовать отказаться от своих национальных земель нашего противника. Затребовать контрибуции, хотя, наверное, проще просто золотом взять. Да, возьмем золото. Золото как бы лишнее не бывает особо. Ну и на такой ноте мы с ними, по идее, должны будем закончить данную войну. Ну, он там пытается, конечно, делать солдат, я его за это уважаю, но, на мой взгляд, ничего ему особо не грозит. Хорошего. Содержание армии, терпимость, эффективность миссионеров. Давайте принципы Джада возьмем. Увеличим количество принятых культур. Это мы сможем принять золотоэльфийцев полностью уже. Ну, в принципе... Не, давайте пока что подождем. Может быть, сможем какую-то другую культуру взять, которая нам пригодится. Обращение вовсю идет. Это хорошо. Здесь у нас пока бои идут. Мы попробуем... сюда мы не сможем пройти. Нас гарпии не пускают. Давайте попросим у них проходик. А теперь... Не, мы сюда не можем пройти. Дело не в гарпиях, дело в... вот здесь. К сожалению. Тут крепость мешает нам, Сарайская, пройти дальше. Ну, ничего страшного, подождем. У нас почти уже полностью присоединился наш Сигдир. Все, здесь мы пробились. Пошли теперь захватывать нашего противника. Восстание. Вот как раз таки армия пойдет заниматься восстанием. Мы же захватили, точнее присоединили. Мы никого не захватывали. Мы присоединили парочку твердынь. Нужно ли их нам национализировать? Вот в чем вопрос. Вроде бы нет. Вроде бы нет. Это хорошо. На одного у нас вассала стало меньше, значит меньше головной боли. Что является очень хорошей для нас новостью. Потом мы в будущем... Я могу сделать претензию? Нет провинции, да? Блин, а так бы хотелось сделать претензию. Да приказать ему захватить его. Эх. А не могу. Видимо, технологии пока не позволяют. Мы можем еще учредить орден светоносцев. В других религиях есть организационные группы святых мужчин и женщин, которые распространяют веру. Пришло время и нам по их стопам пойти и организовать свою собственную. Орден светоносцев будет следить за тем, чтобы все в наших землях следовали истинной вере. Мы потратим 100 дипачков, получим эффективность миссионеров, там, и к язычникам с еретиками будем хуже относиться. Все, давайте мы поставим. Таким образом сможем быстрее обращать всех неугодных нам. В принципе, война с Арейдом уже почти подошла к концу. Потом, наверное, с Вархамаром, Акальшесом и Кумаркандом будем воевать. Потому что у нас есть на это все, как вы понимаете, претензии. Ну и, само собой, гнольский вопрос юга тоже должен быть решен в ближайшее время. Ну, война с гнолами не должна быть для нас очень проблемной, я думаю. Они не представляют из себя ничего такого прям сверхъестественного, что может нам помешать. Но все же лучше их недооценивать до конца, так сказать. А то можем за это поплатиться. Сарайт уже почти готов. Вернее, уже готов даже. Рекруты. Основать храм Аскасура. Культ Солнца имеет множество великих храмов в Саруэле, однако все они посвящены Джахеру, солнечным эльфам или каким-то другим еретическим верованиям. Пришло время основать собственный великий храм в одном из главных бульварских городов. Крепость Солнца станет местом для этого великого храма. Нам нужно в Аскасуре построить храм. Мы потратим деньги, очки, получим эффективность миссионеров, содержание их уменьшится и получим еще одного миссионера. Таким образом у нас будет, я так понимаю, уже 5 миссионеров, да, 5. Это очень много, это прям реально много. Но мы выполнили теперь миссию построить великий храм. Кто хочет, может прочитать, о чем этот ивент, а мы пока продолжим дальше. Распространить веру. Нам нужно построить храм и иметь много провинций Джадом. Кто хочет, может прочитать. А мы продолжим дальше. Мы получаем доход, 12 монет, распространение институтов и там улучшения всякие. После того, как мы выполним сердце бульвара, мы сможем реформировать уже наш культ. Интересно. Светоносцы бульвара. 10 провинций в регионе бульвара нужно иметь. Это прям хорошо. Это прям очень хорошо, друзья мои.
Ну и здесь ивенты. А здесь еще есть открыть восточный фронт. Это уже, как я говорил, сюда. Но с этим вопросом мы займемся чуть попозже, я думаю. Здесь как война идет. Война идет очень странно здесь. Ладно, давайте уже подпишем, не будем мучить их. Без толку. Все, мы расширились. Теперь бы нам найти еще очки для всего этого дела. Это будет сложно на самом деле. В нашей ситуации. Давайте отбирать земли потихонечку. Ну, конечно, восстание партикулистов. Куда же мы без вас, мои родные партикулисты? А я к вам вернусь, как только мы закончим национализацию всех этих земель. Пока я занимался национализацией, здесь случилась война между Элизной и Ирелиамом, в ходе которой Элизна победила, выделив Калиб как независимую державу. И мы этим, как вы понимаете, сейчас воспользуемся. Мы нападем и уничтожим. Правда, национализацию я до конца еще не завершил, к сожалению моему. Но это не будет для нас проблемой. Потому что Элизна не вступается за него. И мы объявим войну за Калиб. Эта война будет очень быстрой, легкой и вообще беспроблемной для нас. Здесь у нас командир на осаду, поэтому очень быстро ее возьмем. Вот война с Калибом подошла к концу. И мы их завоевали, выполнив тем самым задание сердца бульвара. Кому интересно, можете остановить видео и прочитать полностью. Мы получаем за это вечные претензии на еще большое количество земель. А точнее говоря, да, прям тут хорошо так мы получили претензий. Сейчас они появятся. Появились? Да. И мы открыли новое задание, это реформировать культ. Для этого нам нужно иметь 200 дип очков, это несложно. И Нижнесуранская равнина. Это, как вы понимаете, нам нужно уже лезть вот сюда вниз. И придется в будущем разорвать войну с Элизной, для того, чтобы ее полностью выполнить. Но Элизна, в принципе, сыграла свою роль уже. Она нам нужна была только для войны с Ирелиамом, и все. Я к вам вернусь, как только мы закончим национализацию. В ходе революции или чего-то еще из Ирелиама выделился Заншап и Тлукта. Как вы понимаете, этот шанс мы упускать не будем. И заберем себе эти все земли, пока есть такая возможность. Сама война была очень быстрая с Заншапом. Мы ее закончили буквально за 2 месяца. Очень сильно меня прям удивило на самом деле, скажу вам честно. Ну вот и все. Присоединили эти земли. Теперь осталось только национализировать и обратить их в правильную, так сказать, для нас веру. После чего уже будет получше и попроще. А сейчас у нас состоится война с Тлуктой. Так сказать, нужно добить эти гнольские племена уже окончательно. Наверное, мы все-таки за античудовищную войну объявим им. Таким образом мы сможем быстрее с ними закончить. И там, я вижу, у нас сейчас назревает какое-то непонятство с Веркам Дуламом. Или как его? Веркам Гуланом. Во. Ну тогда он как-то нас перестал любить. А почему так? А почему ты меня перестал любить? Расскажи, пожалуйста. Непонятно, просто так решил меня перестать любить. Очень странный, на самом деле, подход с их стороны. От того, что я их вообще не трогаю. Очень странно. А почему так? Доверием... А почему эти доверие ко мне маленькое? Давайте мы этот вопрос будем решать. Каким образом? Будем выслуживаться перед ним. Постепенно улучшая доверие, чтобы таких эксцессов в будущем у нас не было. Ну, еще призовем 6 полков племенной кавалерии. У нас уже сверхлимит будет, да? Туда распустим 2 полка пехоты. Нам кавалерия как-то нужнее будет, чем пехота, скажу честно. Война с Тлуктой закончилась, мы ее полностью интегрировали. И сейчас мы займемся уже другими вопросами. А точнее попробуем все-таки уже национализировать эти земли. Это не дело, их нужно национализировать. Мне никак вот эти события не дают это сделать полноценно. Блин, тут еще с Акашесом можно повоевать. Да ё-моё, а. Нет, сейчас я национализируюсь, и мы вернемся к войне с Акальшесом. И мы наконец-таки выполнили задание реформировать культ. Кому интересно, можете остановить видео и почитать. А мы узнаем, что же мы по итогу получили. Происходит событие, культ подшатнулся во всех странах, да? И то есть, по идее, сейчас должно быть... Да, вот оно. Вот оно, Джад. Джадик наш родной. Здесь везде появился Джад. Вот, некоторые страны полностью приняли по типу стаи и гарпий. Некоторые пока думают, но в любом случае это очень хорошее нам подспорье и плацдарм для завоевания
этих земель. И вот, наконец-таки, мы закончили национализировать все захваченные земли, и теперь нам предстоит война в первую очередь с Вархаммаром, я думаю. Потому что у него нет особо союзников, которые готовы за него вступиться. Объявим, наверное, войну за провинцию, именуемой Буранум. Где он здесь? Вот. Как вы понимаете, война будет не очень долгой, не очень сложной. Я бы сказал, даже моментальной. Потому что союзников нет, а армии у него нет. Все. Что он еще может сделать? Да ничего. Вот война с Вархаммаром подошла к концу. Теперь мы сможем очень быстро и безболезненно это все захватить. Осталось самое сложное — национализировать его. А потом уже перекинемся на войну, наверное, с... И давайте вот этого тоже захватим сразу. Это Кумарканд. Объявим войну, наверное, за... За что нам объявить войну? За Кумарканд. Сам и объявим. А потом уже будем сидеть, все это интегрировать. Терпимость Гарпи. Ну, давайте. У нас и так максимально, но можно и улучшить. Всегда есть куда стремиться, как говорится. Ну да, их воины, конечно, нам не соперники нашей доблестной кавалерии. Поэтому война очень будет быстрой. Вот война подошла к концу. Мы забираем все земли, все деньги. Ну, коалиция против нас уже может появиться, поэтому давайте пока притормозим. Поинтегрируем земли, поулучшаем отношения с разъяренными по отношению к нам странами. Это все как-то устаканим, успокоимся. И продолжим нашу экспансию на северо-запад. И каким-то волшебным образом мы выполнили задание, именуемое договор с свободными рабами. Кому интересно, прочитайте. А за его выполнение мы получаем вечные претензии уже на восток. Точнее, вот здесь. Что меня очень сильно радует. К вопросу восточных земель мы обязательно вернемся, но, наверное, это будет позже. Нам пока бы разобраться в этой части. Потом уже перекинемся в ту. У нас еще южное направление не закрыто, я вам скажу больше. А сверхрасширение у нас максимальное, ну как 83%. Я ожидаю уже появления коалиции против нас. Поэтому пока что придется немножечко посидеть и подождать. Вот мы решили проблему сверхрасширения. Теперь давайте начнем еще одну войну с Анзаркасом. За него вступится Алькашес и Аэрлиам. Поэтому мы одной войной сможем сразу разобраться с тремя нашими соперниками на северо-западе. Конечно, мне бы не хотелось воевать с гарпиями, но того требует обстоятельства. К сожалению или к счастью. В любом случае, это будет несложная и недолгая для нас война. Поэтому проблем в этом особо я не вижу. Можем забрать очень много земли, которые нам сейчас так сильно необходимы. Ну, они нас готовы поддержать. Давайте позовем их тоже в войну. Пусть помогут. Хотя бы отвлекут врагов. Конечно, для нас они особо не соперники, честно вам скажу. Но в любом случае, почему бы и нет. Здесь разбили наших. Сюда я пройти не могу из-за крепости Гарпи здесь. Ну, будем, иначе потихонечку брать эти земли. А здесь очень много претензий, которые нам нужно реализовать в ходе этой войны. Теолог умер, это грустно всегда. Ну, давайте, наверное, спад инфляции. Ну, как-то можно. Она такая уже неприятненькая довольно-таки. Инфляция. Здесь прям очень много крепостей всяких разных. Ну, какой в них смысл? Это уже вопрос другой, наверное. Деньги заплатим. Стабильность терять нам ни в коем случае нельзя. Но это война какая-то. Нанять гоблина. Давайте лучше средний рост терпимости гоблинам. Здесь возьмем денег. Мы сейчас занимаемся программой по интеграции гоблинов. Мы уже интегрировали дварфов полностью. Осталось интегрировать теперь малые племена гоблинов, которые обитают на наших землях. Ну, не думаю, что это будет большой для нас проблемой, на самом-то деле. Поселение гнолов. Ну, пусть они там сами разбираются. Я туда встревать не хочу в их разборке между людьми и гнолами. Нашего союзника выбили из войны, что, в принципе, ожидаемо. Но его роль была просто как приманка. Поэтому большего просить я, так сказать, не имею права. Свою роль как приманка не выполнили на все 100%. Поэтому можно теперь спокойно заниматься захватом земель нашего главного врага. Вон там у них 20-тысячная армия Гарпи стоит. Здесь где-то должна быть еще крепость какая-то. А вон там уже вверху. Давайте сходим, заберем ее тоже. А здесь пока мы, да, захватываем.
Наши вассалы доблестные помогают нам с осадой в виде Элейна и Веркам Гуланом. Административный советник покинет двор. А он хорош? Да не очень-то. Я переживу. Возьмем лучше другого. Здесь их про много, но по качеству они нам очень сильно уступают. У нас уже 8-й воентех, у них только 5-й. Поэтому да. Ну, давайте потихонечку с ними разбираться, я думаю. Торговое влияние, конечно, возьмем. Здесь возьмем, наверное, война. Чтобы получить еще дополнительный боевой дух для более успешных сражений в будущем. Тогда закончилось, и теперь мы можем... Ага, они от нас убегают. В принципе, логично. Это же гарпии. Напрямую с нами драться, конечно, было бы очень с их стороны глупо. Но мы их догнали, и сейчас будем драться. Вообще, не почувствовали их. Возможно, сможем даже и разбить их армию полностью. Но пока не уверен в этом вопросе. Они сюда отступают куда-то. Ну, давайте догоним их. Ну все, теперь Кальшес мы полностью, так понимаю, захватываем без проблем. Там, конечно, есть какие-то вопросы со стороны наших соседей касаемо нашей экспансии, но а кто их будет спрашивать? Кто сильнее, тот и прав. Вот и все. Очень просто. Эту крепость, наверное, мы оставим, а нижнюю снесем. И все. Национализируем. Потом, насчет гарпий. Насчет гарпий. Мы должны забрать у них вот эти земли, да? Это вот эти две провинции. Это Сифират и Харифари, да? И вот эту еще. Ну, в первую очередь, наверное, мы бы забрали вот эту провинцию полностью. Я думаю так. А, не могу. Ага, я не там требую. Вот здесь. Ну и все, да. И больше мы с гарпий взять и не сможем. Как бы нам и не хотелось. Или лучше взять сюда проход. Хотя куда здесь проход? Типа к... Что это вообще? Это гоблины, что ли, здесь живут? Но претензий на них у нас все равно пока нет, поэтому, наверное, в эту часть будем идти. Ну да. Так, подожди, да, вот с вас. Эти 3-4 провинции, только здесь 5 провинций мы заберем за войну с уже гарпиями. Их армии сейчас мы побьем, возможно, даже вайпнем. Было бы очень даже хорошо и мило с их стороны умереть. Насчет вайпнем пока не уверен. Вот теперь вайпнем или нет? Или убегут? Бегут. Ну ладно, пусть бегут, сейчас встретим их. Сейчас мы их встретим, поймаем. Смерть шпионам, это хорошо. Все, вайпнули, уничтожили. Жители Бела унаследовали цвет. Ну, прекрасно. Меньше рекрутов. Ну, что поделать, такая жизнь. Ну и на этом ноте война подошла к концу. Теперь осталось подписать мирный договор и как-то уже думать о том, что делать нам дальше. Ну да, там будут некоторые вопросы у наших соседей касаемо нашей дикой экспансии во все стороны. Ну а что поделать? Ну, как бы, ну ладно. Сейчас будем этими вопросами мы активно заниматься. Вот. И здесь мы более-менее как укрепились, я так понимаю. Следующая война у нас будет с Ирлямом. Да, и с Элизной, я так понимаю. У Элин заберем эти 3 провинции. А у Лям мы заберем полностью. А у Лиз даже больше заберем провинций, чем она бы хотела. Ну, а что поделать? Вернусь к вам, как только мы национализируем эти провинции. Мы полностью национализировали все захваченные земли. И сейчас давайте мы развяжем еще одну маленькую победоносную войну с Ирлямом. Для Ирляма эта война будет, как вы понимаете, уже последней. Это будет довольно-таки тяжелая война в том плане, что мы будем воевать сразу с Элизной и сразу с гарпиями Север. Ну и с Ирлямом, само собой, потому что он союзник сразу их двух. Но не думаю, что это будет большой для нас проблемой. Мы довольно-таки, думаю, быстро расправимся с гарпиями, потом с этими и уже потом захватим Ирлям полностью. Самое главное это поначалу выбить гарпии из войны, чтобы освободить Северный фронт. Заодно мы у них заберем еще, наверное, вот эту провинцию. Или даже, ну, наверное, вот эту провинцию мы у них заберем. Чтобы со степей никто сюда влезть не смог в будущем. А к нам продолжают мигрировать гоблины. Ладно, будем их принимать. Нам вроде бы ни тепло, ни холодно от этого. Пусть мигрируют. Они уже у нас
почти интегрированы, мы с ними сосуществуем, хоть их там меньше процента пока что. Но это не проблема, я думаю, для нас. Здесь я потихонечку занимаюсь подготовкой почвы для задания. Здесь нужно лучше отношения со всеми. И потом мы прожмем дипломатов. И теоретически мы достанем их из-под власти вот этого. Вот этого. Где он тут? Где ваш главный? Покажите его. Здесь, короче, вот он главный. Или кто у вас главный-то? В любом случае, они платят ему там деньги. Поэтому мы таким образом сможем достать его из подчинения его. И взять в свое подчинение. Ага, они вот здесь пошли все, да? По югу. Ну пусть идут по югу, я не против. Введем военный налог, чтобы было не так больно нам. И все, и будем здесь потихонечку выбивать уже гарпий из войны. Я думаю, гарпий надолго не хватит. Скажу вам честно, я думаю, их вообще не хватит надолго. Опять гоблины. Ну давайте пустим их, что. А потом уже отобьем все наши земли. Сейчас нам главное с гарпиями разобраться. Чтобы они нам не докучали в будущем. Ну и вот этого еще можно Кузарама выбить, в принципе, из войны. Ух, они прям хорошо, почти до столицы дошли. Ну да, уже у столицы стоят. Поэтому, наверное, сейчас вот эти 15 тысяч мы перебросим уже на помощь. Там одной армии, в принципе, нам хватит, чтобы разобраться с ним. Сейчас разобьем здесь гарпий. Быстренько. Да. И отправим эти силы на поддержку нашей столицы. Потому что это не очень хорошо такое. А здесь мы уже будем с ними потихоньку заканчивать. Все. Армии гарпий больше не существует. Мы пойдем защитим нашу столицу. Падение. Потому что не хотелось бы увидеть падение своей столицы. То, может быть, еще нашего короля убьют. Это бы вообще нам не хотелось. В любом случае, с гарпиями, я так понимаю, вопрос уже почти решен. Вопрос, готовы ли они это принять. Так сказать, осознать. Но мы заберем вот эти 4 провинции, и они, конечно же, против. Другому гарпии, в принципе, не могли бы нам ответить. Я так понимаю, ну да. Ну, значит, вот так заберем, и пусть откажется от своих национальных провинций и денег даст. И потом мы тебя отпустим. Но они не хотят сдаваться. Конечно, могу понять их подход такой, но долго они не продержатся. Скажу вам честно. Потому что от их армии ничего не осталось, и здесь почти все уже разукрашено в наши благородные золотистые цвета. Мы здесь их разбили, погнали, гоняем их тут. Они там пытаются взять крепость, проникнуть дварфом. У них получилось это, кстати. Ты, блин, погляди, какие они настойчивые. Их прям... Угу, колониализм появился. Нужно будет его в будущем принять. В скором времени. Здесь что у нас? Не сдаются. Какие упертые, однако же, вы, ребята. Не хотите признать... А вот здесь мы сможем разбить? Скорее всего, не сможем. Ну да, если бы подкрепления не было, мы бы их разбили. Поэтому придется отступить. Наймем еще племенную армию в 6000. Здесь мы соединим полки. Терпимость к гоблинам не очень хорошо, конечно. Такое. Саду мы закончили. Здесь мы разобрались с еще одним соперником. Потребуем все, наверное, репарации, смену религии, деньги, влияние и такое, как бы, по мелочи все. А эту освободившуюся армию уже перекинем, наверное, на этот фронт все-таки. А вы давайте идите вон там, гасите гарпий. Да, надо бы с этим фронтом разобраться. Ну, к сожалению, да. Там у меня были разбиты мои ребята. Что делать? Ладно, сейчас с гарпиями закончим полноценную войну. А потом уже займемся вопросами юга. И защиты нашей столицы. Я так понимаю, там куда-то проход есть. И там, наверное, даже земли гарпий в пещерах. Казалось бы. Ну ладно. Гарпиям виднее, видимо. Но в любом случае надо защитить столицу. Потому что тут не очень хорошо происходит. Ну, проблем с этим у нас не должно быть, я думаю. Гарпий, ну сдайтесь вы, пожалуйста. А? Что же вы такие за люди? Он 4000 куда-то побежала. Да, вы побежали, дураки. Вам не уйти. Это наши земли. Нам бы на север успеть, к Лизне, но... Получится ли? Получится ли? Вот в чем вопрос. Вот теперь гарпии должны сдаться. Да.
Они сдаются, мы захватываем земли. Еще сильнее вгрызаясь в горную породу на севере. А теперь можно заниматься уже непосредственно с Элизной. Элизна же, все правильно. Третина советник покинет двор. Да пусть выметается. Конечно, у нас нет денег на нового пока что, но... Ну, время покажет, время, так сказать, полечит. Главное, вот эти сейчас войска разбить все, которые здесь бегают. Непонятные какие-то они тут. Скопление живой силы. Пока что живой. Здесь у нас что? Мы их... они взяли крепость и спрятались. Вот вы даете, ребята. Вот вы даете, реально. У меня займа пока один только. Ну, это не критично. Вот наши 9000 идите сюда. Сейчас будете нам помогать. Нам нужно будет забрать у Элизны вот эти провинции. Так, Элизна, ты меня интересуешь. Вот это, вот это, вот это. И вот эти бы мне хотелось взять, но... ну, я так понимаю, так не получится сделать, к сожалению. Значит, надо вот так. А вот так мы не можем взять. Это печально. Это печально. Но ничего, мы справимся. Да, нам нужно вот здесь укрепиться, главное. Мы получим еще претензии, потом устье, это еще ниже. И врата, это вот сюда мы уйдем. Ну, нормально. Так я, в принципе, и планировал. Война была очень тяжелой, долгой, но спустя какое-то время мы все-таки смогли пробиться к Элизиану вглубь земель. И потребовали у него эти 3 провинции. Сейчас будем уже заканчивать полностью войну с захватом Ирелиама. Ирелиама потребуем отказаться еще от всяких земель. Точнее, чтобы он не считал их национальными. Потребуем денег, конечно. Куда же мы без денег? А без денег мы никуда и ждем нашего советника. О, можем вернуть займ, это прекрасно. Еще денег дали. И все. Ирелиама мы закончили. Сразу же мы можем теперь... или не можем еще прожать? Можем. Это Нижняя Суранская равнина. Можете прочитать, поставить на паузу. Мы получаем дальше претензии на дальнейшее расширение уже в сторону воды. Ну и здесь дешевле национализация, по идее, будет сейчас. И последний у нас будет захват вот этих провинций. И ветка покорения в ту сторону, по идее, должна закончиться. Чисто теоретически. Да и для создания нам особо сюда не требуется лезть. Мы будем лезть в первую очередь вот сюда. А вот это все нужно взять. Аж до вот этого острова, аж до Карвурии дойти. Это классно. Вот сюда в горы влезть, тоннели вот эти, я не знаю, вроде бы нет, кстати. Вроде бы нет. Нам нужно вот здесь только это взять. Ну, это мы сделаем все в будущем. Потом уже влезем на юг, наверное, закончим полностью южный вопрос. Только к нему не возвращаться. А потом уже сконцентрируемся на восточном вопросе. Аналог вместо Индии. И будем уже с ними решать наши вопросы. Вроде бы, да, вассал нам более-менее все верны. Плюс-минус. Конечно, есть определенные у них вопросы к нашему управлению, но что поделать? А что поделать? На этом данная серия подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось данное прохождение. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк. Если оно вам не нравится, поставьте дизлайк. Напишите какой-нибудь интересный комментарий. Можете с приложением другой стороны для прохождения. Обязательно в моде Unbinar, может быть, просто в Европе. Ну, или можете написать какой-нибудь совет. Также всех приглашаю перейти в Telegram. По ссылке в описании. Там моя группа, где выходят анонсы новых видео, где мы просто общаемся и много всяких плюх. На этом у меня все. До встречи в новых сериях.